Гарри и Скарлетт Джонсон были счастливыми супругами из солнечной Австралии, но у судьбы на них был свой план. Оба они жили с диагнозом, известным как карликовость. Несмотря на это, они мечтали о детях, о своей семье, о доме, наполненном детским смехом. Однако врачи настойчиво предупреждали их не рисковать, ведь их состояние могло привести к опасным осложнениям. Но Гарри и Скарлетт верили в чудо и в силу своей любви. Они решили, что не позволят страху управлять их судьбой, и именно тогда началась история, которая поразила не только их родных, но и весь мир. Гарри и Скарлетт всегда казались воплощением гармонии. Они жили в уютном пригороде Мельбурна, в красивом доме, окруженном цветущими садами. Их объединяло многое: похожие взгляды на жизнь, чувство юмора и любовь к приключениям. Познакомились они еще в студенческие годы, когда учились в колледже. С первой же встречи между ними возникла особая связь. Им было легко общаться, они понимали друг друга без слов. Постепенно дружба переросла в глубокие чувства, и вскоре стало ясно — они созданы друг для друга. Но у этой истории любви была одна особенность — оба страдали разными формами карликовости. Гарри жил с ахондроплазией, генетическим нарушением, при котором нарушается работа белка, называемого рецептором фактора роста фибробластов. Из-за этого белка замедляется рост костей и хрящей. Несмотря на особенности, люди с ахондроплазией способны прожить долгую, полноценную и счастливую жизнь, лишь немного отставая в развитии в детстве. У Скарлетт же была другая форма — гелиофизическая дисплазия, редкое и гораздо более тяжелое заболевание. Оно поражает не только кости, но и суставы, кожу, сердце и дыхательную систему. Это прогрессирующее заболевание, которое с годами только усиливается. Особенно опасно оно для детей. Примерно треть малышей с таким диагнозом умирают до 5 лет. Но Скарлетт была одной из тех, кому повезло. Она сумела пережить детство, преодолела все трудности и выросла сильной и жизнерадостной женщиной. И вот два человека, прошедшие через болезни и боль, нашли друг в друге свет и поддержку. Они были счастливы, несмотря на осуждение и насмешки со стороны. Люди могли быть жестоки. Над ними смеялись, называли обидными прозвищами, смотрели с жалостью. Но Гарри и Скарлетт не позволяли чужим словам разрушить их счастье. Они держались вместе и шли вперед, доказывая, что любовь сильнее любых предрассудков. Со временем они поженились, обустроили дом и решили, что готовы к следующему шагу — стать родителями. Это было их общей мечтой, но, несмотря на все усилия, беременность не наступала. Тогда они решили обратиться к врачу, надеясь получить советы или пройти обследование. Но вместо обнадеживающих слов услышали неутешительный прогноз. Доктор прямо сказал, что беременность для них — большой риск. Он объяснил, что если два человека с разными формами карликовости зачнут ребенка, есть вероятность, что малыш унаследует дефектные гены от обоих родителей, и в таком случае ребенок может погибнуть еще в утробе. Кроме того, осложнения могли быть смертельно опасны и для самой Скарлетт. Беременность при ее диагнозе — всегда испытание для организма. Врачи честно предупредили, если беременность закончится трагедией, последствия могут быть фатальными. Но, несмотря на все, доктор сказал и о лучшей стороне вероятности. Шанс рождения здорового ребенка все же был, примерно 25%. Это значило, что ребенок мог унаследовать только один ген карликовости или вовсе не один. Это был риск, игра с судьбой, но в то же время луч надежды. И судьба сделала свой ход. Через некоторое время, когда пара уже перестала активно пытаться, Скарлетт внезапно узнала, что беременна.
Новость стала для них настоящим шоком, но радостным. Вопреки опасениям, беременность проходила удивительно спокойно, без осложнений. И в итоге Скарлетт родила прекрасную девочку по имени Эльза. Малышка унаследовала форму карликовости, но была совершенно здорова и полна жизни. Родители были безмерно счастливы. А вскоре, менее чем через 2 года, у Гарри и Скарлетт появилась вторая дочь — Бритни. Она также унаследовала ахондроплазию, но это не омрачало счастье семьи. После рождения девочек Скарлетт решила поделиться своей историей с миром. Она создала страницу в Instagram, где публиковала фотографии, рассказы и видео о жизни их семьи. Мир откликнулся. Люди из разных стран писали слова поддержки, восхищались их стойкостью, любовью и позитивом. Подписчиков становилось все больше, и вскоре их количество перевалило за сотни тысяч. Скарлетт рассказывала о буднях семьи, о трудностях и радостях, делилась своими мыслями и переживаниями. Она не скрывала, что материнство при ее состоянии — это тяжелый труд. В одном из постов она призналась, что самым трудным временем стало Рождество 2019 года. Тогда она страдала от послеродового истощения и спала не больше 4 часов в сутки почти целый год. Когда Бритни было всего 4 месяца, Скарлетт уже вернулась на работу, и это оказалось для нее огромной нагрузкой. Она писала, что в тот период они с Гарри едва находили время друг для друга. Они были не как пара, а как 2 родителя, измотанные заботами и бессонными ночами. В другом своем посте Скарлетт поделилась, что материнство — это постоянный поток эмоций. Радость, усталость, сомнения, но при этом безграничная любовь. Не имеет значения, как прошла ваша неделя, даже если вам кажется, что вы все делаете неправильно. Это не так. Вы стараетесь изо всех сил. Никто не сможет быть лучшей матерью для ваших детей, чем вы. «Мои дети — мой главный источник уверенности и силы», — написала она. Вдохновленные поддержкой тысяч людей, Гарри и Скарлетт решились на еще одну попытку. Они мечтали о 3-м ребенке и с радостью сообщили об этом своим подписчикам. На странице в Instagram они делились каждым моментом, от первых визитов к врачу до переживаний перед родами. Беременность проходила под пристальным вниманием не только врачей, но и всей онлайн-аудитории, следившей за этой историей. Все знали, что риск все еще высок, и поэтому каждая неделя ожидания была наполнена волнением и надеждой. И вот настал день, когда Скарлетт родила. И случилось невероятное. Их 3-й ребенок оказался абсолютно здоровым. Он не унаследовал ни один из генов карликовости, ни от матери, ни от отца. Врачи провели все необходимые анализы и подтвердили: ребенок не несет в себе мутаций. Это означало, что он вырастет человеком обычного роста и когда-нибудь будет выше своих родителей. Медицинский персонал был поражен. Шанс рождения такого ребенка был минимален, и для многих это казалось чудом. Те, кто когда-то критиковал Гарри и Скарлетт за их решение завести детей, теперь восхищались ими и называли их примером силы и веры. Ведь, несмотря на предостережения, страх и все трудности, они подарили жизнь 3 замечательным детям. Эта история стала символом надежды для тысяч семей по всему миру. Врачи, которые когда-то сомневались, признали, что ошибались. Семья Джонсонов доказала, что любовь действительно способна творить чудеса. Их пример показал, что иногда вера и настойчивость сильнее любых медицинских прогнозов. И сегодня Гарри, Скарлетт, Эльза, Бритни и их младший ребенок живут счастливой жизнью, делясь своим опытом, вдохновляя других и показывая, что настоящая сила в любви и принятии. Дорогие зрители, представьте, что вы оказались на месте Гарри и Скарлетт.
Что бы вы почувствовали, если бы врачи сказали вам не иметь детей, а сердце подсказывало обратное? Напишите в комментариях, как бы вы поступили. А если эта история вас тронула, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До свидания.